Та-да-да-да. This is Elon Musk, Tesla's co-founder and CEO. Elon is an inventor and a maverick entrepreneur, one of America's youngest billionaires. You say you didn't expect the company to be successful? Юху! Ну что же, всем привет, с вами Егор, и вы на канале Tenshel. Рад вас, как говорится, видеть на своем канале. Сегодня, как говорится, я снова продолжаю проходить игрушку Geometry Dash. Ну что же, сегодня будет прохождение одного очень интересного и старого демона. Сегодня буду проходить демон под названием Dead Moon. Уровень вышел достаточно давно, еще лет 9-10 назад. Выглядит он в старом стиле, можно сказать так. Сам уровень по себе несложный, но длится достаточно, ну так, по-среднему. Уровень сам обозначен как Excel уровень, но по самому уровню не видно то, что он длится прям достаточно долго. Так что, ну, сам по себе это уровень такой недолгий, несложный. Такой средний, такой нормальненький, средненький уровень. Думаю, прохождение его недолгое прохождение не займет, конечно же. Также я достаточно хорошенько его попрактиковал. Всего практика у меня составляет и в самом уровне, и в копии где-то 80 попыток плюс-минус. Так что сам по себе уровень недолгий, несложный. Такой нормально, достаточно простой, несложный уровень. Так что сегодня я попытаюсь пройти демон под названием Dead Moon. Не знаю, что получится, но я надеюсь, все получится, конечно же, хорошо. Но перед началом этого видео, конечно же, не забудьте подписаться на канал. Конечно же, нажимайте колокольчик, ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте своим друзьям, конечно же. И ссылка на плейлист со всеми прошлыми сериями по Geometry Dash в описании под видео. Переходите и смотрите. Но я затягивать не буду, сразу перейду к самому уровню Dead Moon. Ну что же, вот и наш уровень, который сегодня я собираюсь проходить. Dead Moon by Caustic. Easy Demon. Практика составляет здесь 34 попытки, а в копии тоже где-то 40 попыток плюс-минус. Сам по себе уровень несложный и недолгий. Такой нормальный, средний, простой, обычный уровень. Так что долгое прохождение его не должно долго прям так сильно затянуться. Так что попытаюсь всеми силами пройти его достаточно быстро. Так что вот такие вот дела. Ладненько, как говорится, затягивать с разговорами я не буду. Сразу перехожу к уровню и по ходу дела все расскажу. Ну что же, вот и начался наш уровень Dead Moon. Все выглядит в таком красном кровавом стиле. Сам по себе уровень недолгий и несложный. Прям практиковал я достаточно его недолго, потому что здесь есть достаточно много и простых, и несложных моментов. Ну что же, первая попытка провалилась, но я поставил первые 10%. Сам по себе уровень несложный, длится недолго. Практиковал я достаточно недолго, так, нормально. Но все равно есть пара моментов, в которых можно так немножко подзаморочиться. Есть такие моменты, которые невидимые, где можно прям сразу легко и быстро проиграть. Так, вот сейчас я дойду до того момента, на котором
я прям так хорошенько попрактиковался, это как раз тот самый дуал с 2 кубами. Так, я поставил еще 10%, и уже 20% уровня пройдено. Это, можно сказать, уже почти пройдена 1/4 уровня. Вот такой вот старый, можно сказать, давнишний Easy Demon под названием Dead Moon. Достаточно выполнено все в простом стиле, в таком красно-кровавом. Так что вот такой вот прикольный уровень. Так, буду, как говорится, также некоторые моменты объяснять, на которых я достаточно долго проходил. Например, вот этот дуал с кубами. Этот дуал я достаточно долго тренировал, но все-таки я смог его натренировать, конечно же, и пройти. Так, 23%. Так, уже почти пройдена 1/4 уровня. Так, ладненько, снова дуал нас погнал. Так, все, вспоминаем все комбинации и проходим этот дурацкий дуал. Все, погнали, стрелка. Так, ну стрелка здесь несложная, но тоже надо стараться смотреть в оба. Так, аккуратненько проходим. Так, все, стрелку мы прошли, и дальше у нас идет маленький кубик. Все, кубик мы прошли, и начинается жесткий кораблик. Все, погнал сейчас у нас жесткий кораблик, точнее не кораблик, а тарелочка. Так, вот на тарелочке у меня тоже было достаточно много проблем, на которых я каждый раз погибал. Много практиковал, но у меня каким-то образом получилось пройти. Так, все, мы прошли тарелку, и началась у нас стрелочка. Стрелочка, не знаю, сложная, несложная, но такая средненькая. Но иногда в некоторых моментах и местах тоже, конечно же, можно хорошо проиграть. Все. Половина уровня пройдена, и у нас, конечно же, начался обычный куб. Но суть в том, что вся сложность уровня еще впереди, особенно там дуал с двойной стрелкой. Я его долго прям практиковал. Так, здесь мы просто спокойно зажимаем. Сейчас будет сложная тарелочка, на которой каждый раз я проигрываю. 64%. Так, ну что же, уже за 8 попыток, считай, я прошел уже больше половины уровня. Неплохо, неплохо. А вот когда я только начинал практиковать этот уровень, у меня достаточно много попыток ушло на прохождение этого уровня. Так, все, погнали куб. Снова я дошел до куба. Все, сейчас поменьше разговоров и попробую такой более престижный рекордик поставить. Все, тихо. Так, сейчас проходим просто спокойно шар. Так, зажимаем куб. Так, ну здесь в основном ничего сложного. Вот, ну, вот тарелочка. Она такая сложненькая, но я ее прошел. Все. Сейчас будет то, больше чего, что я боялся, конечно же, пройти. Конечно же, это вот этот двойной дуал со стрелкой. Прям такой заворачивающий, замораживающий. Блин, а я уже запутался. Прям такой непростой дуал, но я его прошел. Все, кораблик. Так, вот здесь тоже такое напряженное место, но я поставил 75%. Фух, получается более... Вот получается. Двойной дуал со стрелкой, который казался мне самым сложным, я прошел с первой попытки. А вот простой кораблик, просто простой кораблик, каким-то образом непонятным, я слился просто и все. Ладненько, сейчас попробую еще раз дойти снова до того места и поставить 100%. Потому что уровень сам по себе несложный, и длится недолго, ну и не быстро, и сам по себе. Ну такой простой, обычный, старый, нелегкий, несложный уровень. Такой средний. Все. Как говорится, меньше слов, больше дела. Сейчас попробую дойти до дуала и там уже поставить уже больше 75%. Все, погнали. Снова у нас двойной дуал со стрелкой. Надеюсь, также получится его пройти. Как я прошел его с первого раза, блин. В этот раз не повезло, не фартануло пройти со второй попытки. Но думаю, с третьей получится. Погнали. Так, ну что же, снова двойная стрелка. Все, погнали. Просто спокойно проходим. Все. Так, все, аккуратненько я прошел с третьей попытки. Так, теперь вот эта стрелочка. Все, кораблик. Так, аккуратненько сверху пролетаем. Так. Так, ну кораблик несложный, но... Так, немножко реально заморачивающий. Так, все, стрелка. Завершающаяся стрелка. И тут главное не замудрить и пройти. Сама она несложная, но прям напрягает супер-пупер сильно. Так, опасный момент сейчас будет.
Фух, все, давай. Все, так, кораблик мы не отпускаем. Сейчас последний момент, где нужно пролететь просто спокойненько. Все, летим. Давай. Все. Победа! Master of Timing. Юху! Фух. Ну вот и пройден наш демон. Вот и побежден, и уничтожен, и пройден наш новый демон. Точнее старый, но для меня новый. Фух, Dead Moon пройден. И всего у меня это ушло на прохождение этого уровня. 31 попытка, 910 прыжков, 18 минут 2 секунды заняло прохождение вот этого уровня. Открыл я также новый кораблик и выиграл пару новых наград. Ну что же, Dead Moon, by Caustic, Easy Demon пройден. Нормал мод и практика составляет 100%, а полное прохождение уровня составляет 74 попытки. Ну что же, самое главное это не забыть поставить лайк и оставить рейд этому демону. Все. Dead Moon, by Caustic, Easy Demon. Демон повержен. Просто нет слов, конечно же, по поводу этого всего. Демон я достаточно практиковал долго, но быстро. Но так, я прям сильно не ожидал, что я его пройду так быстро, но все-таки мне удалось, конечно же, пройти его быстро. Правда, была пара сложных моментов и непонятных таких, где я пару раз проигрывал, но все-таки смог я собрать все силы в кулак и пройти и победить этот демон. Все. Также, как говорится, по традиции, самое главное, это, конечно же, не забыть оставить комментарий. Поэтому самое время оставить комментарий. Так, ну что же, как говорится, оставляем комментарий. Конечно же, с победой над этим уровнем. Dead Moon 100% GG. Конечно же, все. Вот и еще один демон, как говорится, добавлен ко мне в копилочку пройденных демонов. Ну что же, вот и как говорится, я прошел демон, конечно же, под названием Dead Moon. Все, что я хотел пройти, сказать и сделать, и сделал. Получается, вот так вот все, конечно же, как бы так сказать, получилось. Демон сам по себе был несложным и недолгим. Так что вот такие дела. Но я, как говорится, думаю, уверен, что на этом, думаю, не стоит, конечно же, останавливаться. Буду стараться проходить более и более сложные и длинные, и долгие демоны. Но это пока так. Все постепенно, как говорится, потихоньку, помаленьку. Как говорится, тише едешь, дальше будешь. Так что вот такие дела. Ну что же, вот и все, как говорится, все, что я хотел сказать, сказал. Итог подвел. Демон прошел. Ну что же, как говорится, вот и подходит к концу наша серия. Надеюсь, вам она понравилась. Надеюсь, она была прикольная и интересная. Так что, как говорится, не забудьте подписаться на канал, нажать колокольчик. Ставьте лайки, как говорится. Комментируйте, рассказывайте своим друзьям. С вами был Егор, и вы были на канале Tenshel. Рад вас, как говорится, был видеть на своем канале. Всем пока-пока и увидимся в новых будущих видео.